Стерхи – одни из редчайших птиц на Земле. Их осталось около 3000. Они относятся к видам, находящимся на грани исчезновения. Родина стерхов – Сибирь. Поэтому их еще называют белыми сибирскими журавлями. Раньше белые журавли населяли весь север Евразии. Сейчас осталось 2 их популяции. Почти все из живущих ныне диких стерхов гнездятся в Восточной Сибири, а на зиму мигрируют в Китай. Небольшое количество стерхов осталось и в Западной Сибири. Они выводят птенцов в низовьях Оби, а зимуют в Иране или в Индии. Их всего 20 птиц. Наша история о том, как люди пытаются спасти западносибирскую популяцию стерхов. Поселок Брыкин-Бор находится далеко от мест гнездования сибирских журавлей, в Рязанской области. Сейчас март, который здесь еще можно смело считать зимним месяцем. Однако порой в морозном воздухе раздаются звуки, которые лучше любого календаря говорят местным жителям о скором приходе весны. Это кричат журавли, у которых наступает пора свадеб. Там, где заканчивается дорога, стоит главная контора Окского заповедника. В 1979 году по инициативе Международного фонда охраны журавлей здесь был создан питомник. Первая его постройка – этот шестигранный комплекс, где у журавлей есть и открытые вольеры, и внутренние отапливаемые помещения. Как и многие другие постройки питомника, здание строилось руками, а часто и на средства самих сотрудников заповедника. Питомник был создан для сохранения стерха, но сейчас в нем живут все 7 видов журавлей, обитающих на территории России. Всего около 60 птиц. Хозяйство большое. Поэтому некоторые сотрудники заповедника заняты исключительно в питомнике. Это сейчас еще нет птенцов, но хлопот все равно хватает. На журавлиной кухне готовится обед. Рацион у птиц очень разнообразный. Я пошел воду носить. Питомники. Да. Гришенька, я тебе творожка принесла. Тебе творожка принесла, творожка. На. Из всех видов журавлей стерхи, пожалуй, самые необычные. Начать с названия.
Стерх на немецком значит «аист», то есть имя белым журавлям дали по ошибке, настолько они были редки. Среди журавлей стерхи одни из самых агрессивных. Вообще это свойственно именно редким видам журавлей. Поставленные на грань выживания, они защищаются. Стерх – один из древнейших видов журавлей. У него длинный клюв и большая голова, оперенная только наполовину. Словно из-под птицы проступает лик древнего ящера. Птицы они северные, привыкшие к холодам и снегу, с которым по цвету практически сливаются. Белое оперение, видимо, предмет их гордости и постоянной заботы. За приведением себя в порядок журавли проводят по много часов в день, уделяя внимание каждому перышку. И все же, несмотря на видовые отличия, стерх – настоящий журавль. С роднёй он во многом схож образом жизни, повадками. Как и все журавли, стерхи танцуют. Почему танцуют журавли? Не совсем понятно. Танцы не связаны напрямую с их брачными обрядами. Они танцуют в любое время года. Танцуют даже птенцы. Возможно, это один из способов показать расположение друг к другу. Но сейчас, в брачный период, цель танцев, конечно, вполне определенная. Самец пытается привлечь внимание подруги. Пока, правда, безуспешно. Стерхи выбирают пару на всю жизнь. А живут они, бывает, до 70 лет. И каждый год он демонстрирует ей свои чувства. И каждый год она делает вид, что не до конца в них уверена. Танец обычно заканчивается изящным поклоном. Она даже не оглянулась. Но стоило ему ненадолго остановиться, она сама обратила на себя его внимание. Пару стерхи подбирают очень тщательно. Ученые в питомнике столкнулись с большими трудностями, когда сводили стерхов. Бывали случаи, что самка привязывалась к человеку и только в его присутствии соглашалась нести яйца. Чтобы сложилась пара, птицы должны быть влюблены друг в друга. Как это проявляется? Стерхи начинают жить в одном ритме. Есть, спать, просыпаться, гулять. Они должны кричать вместе. При этом самец заводит песню, а самка подстраивается, вплетает свой голос в его крики. Так постепенно в заповеднике были созданы пары, которые живут вместе уже не один десяток лет. А их птенцов ученые каждый год выпускают в дикую природу. Для заповедника пора журавлиных свадеб – это как начало Нового года, начало пути, первый шаг на котором сегодня сделали сами стерхи. Такой необычной походкой самка призывает к себе самца. Это ее партия в древнем танце продолжения рода.